Она жалуется на вас. Что же случилось? Кто обидел бедную девочку? Давайте разбираться вместе и посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ну, смотрите, мне показано, что кто-то из вас начинает прозревать, да, у кого-то из вас открываются глаза, да, на других людей. Вы проходите такую некую трансформацию. Вы можете замечать то, что не видели раньше в других людях. Вы можете за собой замечать какие-то, может быть, новые привычки. Вы можете замечать, что вы изменились внутренне либо внешне. Для кого-то станет вот это вот самопознание, да, таким большим-большим открытием, и вы начнете развивать в себе даже магические способности. Уже не единожды у нас выпадала в сигнификации то, что у вас, у многих есть какие-то, да, способности к эзотерике, либо к целительству, у кого-то к таро, может быть. Поэтому многие из вас уже, вот, может быть, вы проходите этот период, да, либо же планируете в ближайшее время очень сильно подсесть на изучение, да, вот какого-то направления. Кто-то из вас, особенно в последнее время, может замечать, что у вас интуиция обострилась, да, если раньше вы, допустим, не очень-то замечали, то вот в связи с какими-то вот событиями, причем это могут быть события, связанные с личной жизнью, женщиной, ну, как будто вот обострение, да, обострение вашей интуиции. Кто-то из вас откроет глаза на женщину, ну, к примеру, вот поскольку это общий расклад, да, то я скажу вот такой элементарный пример. Если вы сейчас живете, вот, ну, особенно в токсичных отношениях, мы берем токсичные отношения, то здесь могут открыться глаза, и, возможно, вы уже заметили, да, что либо женщина обманывает, здесь могут быть у вас подозрения даже в измене, но либо же вы немножечко так, знаете, сомневаетесь, может быть, занимаетесь самообманом, либо же пытаетесь все равно как-то ее оправдать, потому что любите. Вы человек, который, в принципе, довольно сильный. И мне уже это даже не открытие, потому что очень часто, да, вот кто меня регулярно смотрит, некоторые моменты бывают схожи в сигнификации, потому что многие из вас регулярно, постоянно меня смотрят, за что вам большое спасибо. Поэтому не удивляйтесь, если вот какие-то моменты сигнификации повторяются. Вы человек, который стойко выносит все испытания в жизни. У вас их было предостаточно, и в большинстве вот как-то это связано, но все равно с женщинами. Это были какие-то, у кого-то разводы, у кого-то, может быть, потери еще более тяжелые, да, если вы вдовцом стали. Потому что, да, развод, в принципе, тоже считается как маленькая смерть. Но когда ты живешь с человеком, допустим, душа в душу, да, и человек уходит, то это, ну, наверное, это еще больнее. Вы человек, который, в общем-то, не боится ничего, да. Я не скажу, что вы прям такой бесстрашный, но, в общем-то, вы уже настолько закалились, что, ну, вас, наверное, тяжело чем-то сломить, удивить, да. Вы столько всего пережили в своей жизни, причем у кого-то из вас проиграется, что могли быть вот несколько проблем одновременно. У кого-то сейчас это может проигрываться. Давайте сделаем маленький опрос. Вот, ребят, на сегодняшний день, вот скажите, вы ощущаете вообще свою такую внутреннюю силу, мощь, да, выносливость или нет? Но то, что физически вы сильный, это само собой. Но именно то, что ваша выносливость, ну, здесь можно позавидовать. Вы человек очень умудренный опытом, вы много знаете, кто-то, может быть, из вас много читает, много интересуется разными вещами. Ну, то есть вы такой интересный собеседник, разносторонне развитый. И опять-таки у нас в сигнификации вы выпадаете жезловым королем. То есть это человек, который
ну, полон энергии, да. Другое дело, хочется вам эту энергию куда-то тратить, либо же я полежу на диванчике, да, потому что суетиться нужно для кого-то, не для себя любимого, да. А так вообще вы обычно такой, у вас внутри все кипит, бурлит. Может у кого-то даже проиграться, что вы огненного знака зодиака. Огненные знаки, отзовитесь. На первый, второй раз считайся, даже на первый, второй, третий, да, там же у нас, по-моему, по три знака, да, каждой стихии, если я не ошибаюсь. Вы ужасный ревнивец. Вот если вы любите, это капец просто, вы просто собственник до мозга кости. Вы очень любите ухоженных женщин, вы любите, когда женщина, в общем-то, и подтянутая, когда следит, ну, не только за лицом, но и за телом. Кто-то из вас, может, даже недавно вот познакомился с женщиной, которая цепанула вас. Я не скажу, что это прям любовь с первого взгляда, но зацепила, понравилась. Отзовитесь, мальчики, которые недавно заинтересовались этой новой женщиной. Мне всегда интересно читать ваши комментарии, поэтому пишите, мои дорогие. Опять же, не забываем, что это общий расклад, да, и те из вас, кто, ну, все-таки пока что не познакомился, да, с женщиной, потому что я вижу, вот судя по сигнификации, большинство из вас все-таки холостяки. Но кто-то уже познакомился, да, вам уже посчастливилось. Остальные же, ну, в предвкушении. В предвкушении вы ждете новых отношений, вы ждете любви новой. Причем для вас важна взаимность. Вы больше не будете одевать розовые очки, когда знакомитесь с женщинами. Вы теперь, ну, помимо интуиции, да, вы включаете интуицию свою, кто-то может проверять женщину, да, вот как-то по-своему, там, на корыстность, там, еще на какие-то моменты. Может быть, даже, вот я знаю, многие мужчины, допустим, там, своих друзей подговаривают, да, чтобы начал как бы знакомиться с женщиной, вот клюнет она, не клюнет. Ну, на верность проверить. Поэтому, если, кстати, у кого-то из вас были подобные ситуации, можете написать, как вы проверяли своих женщин. Поэтому вот такие дела. Если резюмировать, то сильные мужчины, да, которые ужасно хотят любви, которые ждут любви и которые немножечко запутались в себе, да, потому что есть еще момент недоверия к женщинам. У кого-то из вас он очень длительный период может быть, да, вот если вы, к примеру, давно разошлись, все никак не можете открыться и довериться женщинам новым. Ну, давайте-ка посмотрим, мои дорогие мальчишки, кому же она жалуется на вас, да, и вообще, почему она ноет, что она хочет. Сейчас мы будем смотреть, что у нее за слюни, сопли. Итак, какая женщина пришла к нам сегодня на расклад? Ой, господи, господи. Ну, такая дьяволица, хочется ее почему-то назвать. Она может быть хороша собой. Она может быть довольно такая уверенная в себе. Эта женщина очень любящая кекс. Эта женщина довольно неплохая любовница. Конечно же, вы это все прошли с ней, потому что вы были с ней парой. То кекс у вас был, конечно же, тоже с ней. Это женщина, которая причинила вам дикую боль, из-за которой ваша жизнь, ну, в некоторый период зашла в тупик, да? Может быть, сейчас у кого-то проигрывается эта ситуация. Да, здесь, ну, даже это не обсуждается, даже больше уточнять я не буду. Это женщина, с которой вы скорее были либо же в браке, либо просто в отношениях, да? Которая, скорее всего, по дьяволу, она... Ну, такая любительница пьянок, гулянок, любительница сходить налево. И я так подозреваю, да, судя по раскладу, что вот именно из-за своих гулянок и походов направо-налево как раз вы и расстались. Потому что вы никогда не будете терпеть предательство. Вы даже если любите женщину, а вы ее любили, вы ее боготворили, она для вас была, ну, такая, знаете, принцесса, королевишна, да, как угодно. Вы ее настолько превозносили, и также резко вы обрубили эти отношения. Потому что предательство вы не терпите. Пришлось обрубить, да?
пришлось через боль, через страдания, через переживания, но вы отрубили всякие отношения с этой женщиной. У кого-то может проиграться, что вы периодически общаетесь, но это могут быть такие, знаете, общения, либо же там, ну, по поводу детей, какие-то такие, может быть, вопросы еще, которые остались, да. Но это не то общение, когда вот хочется позвонить, хочется написать. Здесь боль, здесь дикая боль. Ну, вы посмотрите, я постоянно башню вытаскиваю, ну, это капец просто. Да, из-за нее вы стали одиноким, из-за нее кто-то из вас даже, ну, принял решение, что не хочу больше никаких отношений. Из-за нее вы кардинально поменяли свою жизнь. Вот что самое обидное, да, ребят? Когда любишь, когда вкладываешь душу, а тебе отвечают походами налево, да? Это дикая боль. Я прекрасно вас понимаю. Итак, давайте-ка посмотрим, что же она за слюни-то распустила, да? Почему она на вас жалуется? Давайте будем разбираться, мои хорошие. Так, ух ты, а что ж такое? А что ж такое? Бумеранг в действии. Ой, ну мне прям так нравится. Мне прям и карты эти, кстати. Вот я почему-то так люблю эти карты. Они такие яркие, говорящие, такие классные. Смотрите, она жалуется, вот какая-то есть у нее то ли подружка, приятельница, да, может быть, сестра у кого-то проиграется. Ну, то есть один человечек, который, ну, довольно близкий ей, потому что больше она ни с кем тесно особо не общается и не делится. Она жалуется на то, что она осталась одна. Понимаете, какой парадокс? То есть она загуляла, она чудила, да, у кого-то даже, я смотрю, ваша бывшая и рюмочкой чая не брезговала, да, такая она была любительница. А сейчас вот как-то все пошло не так. Отношения с мужчинами рушатся. Даже смотрите, ребят, вот если вы кто-то мне можете даже сказать, там написать, что вот она с кем-то живет, я вам скажу, это ненадолго. Да, это общий расклад, но я не вижу здесь пары, я не вижу у нее любви, я не вижу счастья в личной жизни, да и вообще счастья. Я вижу абсолютное действие бумеранга, вот бумеранг в действии. Смотрите, здесь либо же она уже рассталась, даже вот если у нее какой-то хахаль был, да, вот, ну я просто по-другому не могу назвать, жезл, да, очередной. Даже если она сейчас в гражданском, там, либо же в официальном браке, у нее падает башенка, у нее падает разрушение. Она останется в любом случае у разбитого корыта. Поэтому, смотрите, она жалуется на то, что, ну как же так? Я просто вам объясняю вот своими словами, да, вот то, что я вижу на картам. По картам, я думаю, доступно и все понятно, да? Она жалуется, ну что ж такое, да, вот куда пошла жизнь, совсем не туда, куда она хотела. Она думала, она будет звезда королевишна, все будет у нее на мази, да, мужчина, она, если захочет, будет менять как перчатки. А тут все мужчины, которые у нее были, поотворачивались. У нее даже проблемы в интимной жизни. Она не может долго находиться с мужчинами, да, вот, потому что здесь даже мужчины, скорее, в ней быстро разочаровываются. Достойных в ее окружении я не вижу. А те жезлы, которые ее пользовали, они очень быстро ее отфутболивали. И это только начало. Эта женщина жалуется, что, во-первых, а как это так? Почему вы не проявляете никакой активности к ней, да? Почему вы не интересуетесь, как она живет? Она в ожидании, она ждет от вас весточки, она ждет от вас шага, что вы наконец-то вот проявите, да, вот проявите вот какой-то энтузиазм, да, хотя позвонить, написать. Вот она считает, что вот, ну, все-таки не чужие люди были, да, вот какой-то период вместе там были, либо жили. Она настолько оборзевшая, ребят, что вот она считает, ну как это так? Как это вы ее бросили на произвол судьбы?
Она вас считала вообще судьбоносным таким товарищем, да? Она думала, что вот такой классный, страстный, который все для меня, да? То есть она думала, что она будет в шоколаде с вами постоянно. Ну и, конечно же, периодически будет просто погуливать для разнообразия. А тут все пошло не так, как она задумала, все пошло не по плану. Вы ее отрезали, вы как будто отрубили этого человечка, она для вас больше не существует. Напишите, ребят, вот давайте сделаем опрос еще один, да, вот для вас реально бывшая больше не существует после того, что она сделала. Либо же вы готовы все-таки пойти навстречу. Между прочим, она до сих пор вспоминает ваши жаркие ночи, когда еще все было хорошо. И она, вот если бы сейчас у вас все начало заново складываться, она бы очень даже не против еще с вами почудить, пошалить, ну чисто вот даже как любовница. Она любительница кекса. Она, в принципе, если захочет, она может быть хорошей любовницей, да. Не тогда, когда ей это лень, либо же она там злится, да, либо когда она отдаляется. Тогда, конечно же, нет. Это женщина, которая запуталась в жизни. Она сама наломала дров, но она не хочет признать свою ошибку. Вот она жалуется, да, вот какой вы такой сякой. И вы не проявляетесь, вы не интересуетесь. Кстати, даже у кого-то из вас, ребят, ваша бывшая может даже вот жаловаться, возмущаться, что даже не интересуетесь, как же она финансово живет. Особенно вот если у вас есть ребенок, то так и знайте. Она себе денежку оттуда берет немножечко, да, вот на свои нужды. Если вы вот алименты, к примеру, платите, да, либо же там наличкой кто-то дает, она понемножечку, ну, таскает, да, вот как вот та мышка такая, наружка, она так потихонечку, полигонечку хватает денежки себе. Она в замешательстве, что делать дальше? Денежек-то хронически не хватает, все пошло не по плану, богатого спонсора нет, любящего мужчины нет. Может даже у кого-то проиграться, что у нее и болячки начнут как-то то ли обостряться, то ли из-за стрессов начнут появляться новые болезни. Поэтому она на вас жалуется, понимаете, здесь уже барзометр просто зашкаливает, когда человек, который сходил налево, который сам накосячил, но она на вас жалуется, как это вы посмели, да, вот она считает, он же меня когда-то любил, он же меня боготворил, понимаете? Ну а как же, она же думала, вы будете всю жизнь терпеть, вы же для нее были судьбоносной, да, до конца жизни она собиралась с вами прожить, но тем не менее ходить направо и налево. Понимаете, какой парадокс? И смех, и грех, честное слово, глупая женщина. Это только начало ее бумерангов. Вот девяточка мечей нам это очень четко, вот как итог говорит. Это только начало ее страданий. Ребят, она получит, вот каждая из ваших бывших, они все получат по заслугам. Они будут еще больше претерпевать боли, чем страдали вы. Они не хотят понимать, они не хотят признавать своих ошибок. Они продолжают обвинять вас во всех смертных грехах. Как это, да? Вот я гульнула, а он должен меня прощать, он должен мне еще денежки давать и вообще интересоваться, как я живу. Ну, борзота просто. Поэтому, мои дорогие, кто-то порадуется, кто-то скажет, да мне пофигу, как она живет, да? Ну вот почему-то мне захотелось сегодня сделать такой расклад. Я думаю, вам тоже он понравился. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!